Первые переговоры по войне в Украине могут начаться в ближайшие дни в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. По данным агентства Reuters, в Саудовской Аравии встретятся делегации России и США. Основная цель встречи – подготовить почву для саммита, посвященного окончанию войны. Однако, как сообщает Bloomberg, Украина и европейские страны до сих пор не в курсе деталей этой встречи. Во время Мюнхенской конференции стало известно больше о том, что будут обсуждать США и Россия. Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что Россия может согласиться на некоторые территориальные уступки. Однако, по его мнению, не стоит ожидать от Путина значительных шагов в этом направлении. Речь идет лишь о небольших уступках. Также возможно достижение политического соглашения об отказе от применения силы в будущем. Однако Россия не намерена сокращать свой военный контингент. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. В российском ведомстве сообщили, что стороны обсудили возможную отмену санкций, ситуацию в Украине и будущее Палестины. Американская версия разговора была более сжатой. Госдепартамент сообщил, что стороны обсудили возможность сотрудничества по ряду вопросов, а Рубио подтвердил намерение найти способ завершить войну в Украине. Тем временем продолжаются контакты между представителями США и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заблокировал сделку о редкоземельных ресурсах, заявив, что Украина должна совместно разрабатывать ресурсы в обмен на поддержку, а не просто передавать их США. Зеленский подчеркнул, что соглашение не защищает интересы Украины и требует доработки. Офис президента Украины опроверг информацию о том, что украинская делегация планирует приехать в Саудовскую Аравию для встречи с представителями США и России. На переговорном столе нет ничего, что можно было бы обсуждать с Россией, заявили в офисе Зеленского. Также президент Украины предложил создание единой европейской армии с участием ВСУ, что вызвало скепсис у ряда европейских политиков. Параллельно идут переговоры между США и Европой о возможных гарантиях для Украины. По данным Reuters, США направили европейским правительствам документ с вопросами, включая количество миротворцев, которые Европа может разместить в Украине после возможного перемирия. Великобритания и Франция, как сообщается, тайно разрабатывают план по отправке военных в Украину. Однако американский спецпредставитель по Украине Кит Келлог отметил, что Европа вряд ли сможет претендовать на место за столом переговоров. Майкл Макфол, один из авторов политики перезагрузки отношений с Россией при президенте Бараке Обаме, считает, что американские военные также должны быть размещены в Украине. Он заявил, что вступление Украины в НАТО остается лучшей гарантией безопасности, и отметил, что присутствие международных сил, включая американских, на границе Украины может стать важным шагом к стабилизации. Администрация Трампа выступает за возвращение России в G8, однако министр иностранных дел Германии Налена Бербок раскритиковала эту инициативу. Она подчеркнула, что Россия под руководством Путина не может быть частью клуба демократических стран. Лидеры европейских стран готовятся к экстренному саммиту по Украине, инициатором которого стал президент Франции Эммануэль Макрон. Саммит, как ожидается, пройдет в Париже. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа должна предложить четкий план, если хочет участвовать в переговорах под руководством США. На Мюнхенской конференции обсуждалась новая роль Германии и Европы в урегулировании конфликта. Немецкий корреспондент Дирк Эмерих отметил, что перемирие может стать шагом к окончанию войны, но условия его достижения остаются сложными. Он подчеркнул, что Европа не готова к обеспечению перемирия, особенно в части размещения миротворческих сил. Эмерих также отметил, что позиция США, особенно в свете заявлений Трампа, вызывает вопросы у европейских лидеров. Он выразил сомнение в том, что Европа сможет сохранить свои ценности в условиях, когда США действуют в обход международных институтов. В заключение можно сказать, что ситуация вокруг переговоров остается напряженной.
Европа и Украина сталкиваются с необходимостью адаптироваться к новой реальности, где роль США в урегулировании конфликта может значительно измениться. На сегодня все. Всем спасибо, подписывайтесь на канал и до встречи.